Привет, друзья! Сегодня у нас первый выпуск в новом году, и его я решил посвятить вегетарианскому плову. Это будет справедливо, так как повара вегетарианцев не особо это любят, если честно. Я вам открою такую небольшую тайну. Поэтому в качестве компенсации вегетарианский плов. Поехали! Вот такой набор основных продуктов у нас есть. Некоторые ингредиенты вы увидите в процессе. А здесь морковь, лук, брокколи, рис, сладкий перец и шампиньоны. Все, больше нам ничего не надо. Кстати, риса будет 2 стакана, а не 1. Подготавливаем овощи, нарезая их довольно-таки крупными фрагментами. Иногда в магазине продаются шампиньоны малюсенькие. Лучше брать их сразу же, чтобы не резать их, это раз, а во-вторых, они будут красивее. Немножко убираемся и переходим к следующему ингредиенту. Со стороны корней срезаем чуть-чуть. Далее режем луковицу напополам, так ее будет легче чистить. Часть луковицы со стороны корней мы отрезали чуть-чуть, для того, чтобы удобнее было резать ее. В мусорник все равно уйдет одна часть некоторая. Но пускай уйдет та часть грубая, где корни. Переходим к следующему ингредиенту, это брокколи. Отделяем кочерышку и нарезаем оставшиеся кусочки на одинаковые фрагменты. Некоторые даже резать не надо. Следующим на очереди у нас перец идет. Его просто квадратиками нарезаем. Следующий идет морковь. Мы ее мысленно разделяем на 3 части, чтобы одинаковая длина была. Так. Потом срезаем с этой стороны, устойчивость появляется. И дальше режем крупной соломкой примерно 4-5 мм. Все овощи мы порезали, можно приступать к готовке. Наливаем масло, разогреваем его хорошенько. Здесь я многое вырезал, но на самом деле я прогревал масло. Сначала идут лук и морковка, мы это дело закидываем и мешаем. Когда лук начнет подгорать, закидываем грибы. Но когда грибы уже станут золотистыми, значит пора закидывать брокколи. Приперчиваем. Ну и присаливаем. Внимание, сейчас будет ингредиент, которого не было в самом начале. Это куркума. А также в процессе я решил добавить соевого соуса. В самую последнюю очередь мы закидываем сладкий перец и практически сразу добавляем рис. Разравниваем поверхность риса ложкой. И добавляем воды, чтобы примерно на 1 см она была выше уровня риса. Второй ингредиент, которого не было изначально, это чеснок. Советую считать. Закрываем крышку на маленький огонь и пускай себе стоит минимум 20 минут, потом мы будем проверять. Процесс проверки на готовность состоит из 2 частей. Сначала столовой ложкой отодвигаем рис от края кастрюли и смотрим, есть вода или нет. Если есть, готовим дальше. Если нет, пробуем рис. Если он еще сырой, то добавляем воды и готовим дальше. Достаем чеснок и начинаем потихонечку перемешивать. У меня одной чесночины не хватило. Вот она. Если вы готовите в маленьком объеме и, соответственно, в маленькой кастрюльке на одного человека, то советую вам переставить на маленькую конфорку. Иначе в процессе готовки плова он просто-напросто сгорит. Ну вот и все. Перекладываем плов в тарелку
И по традиции остается сказать приятного аппетита вам и вашим родным. Ты любишь музыку? Ну и как вам? Нормально зашло? Между прочим, это же не значит то, что если это вегетарианский плов, то он только для вегетарианцев. Нет, почему? Он заходит вполне отлично и всем остальным. Ну что ж, у меня на этом все. До встречи. Пока-пока. Ну вот такой вот рецепт плова у нас с вами получился. Это не значит то, что если он вегетарианский, то его могут есть только вегетарианцы. Вот такой вот плов необычный, можно сказать, у нас получился с вами. Вот. Чем он хорош? Тем, что если вы пригласили кого-то, можно ему приготовить порцайку, вторую. Нет, почему же? Он и мне заходит, например, на ура. Почему нет? Это очень...